Хлеб из доба вкуснее всего в первые дни после выпечки. Это знают все. А вот что делать с черствой выпечкой? В очередной раз отправить сушиться в духовку? Скучно. Лучше давайте вдохнем в них вторую жизнь и приготовим потрясающие и в то же время простые блюда. В моей тройке рецептов сегодня французские тосты с апельсиновой цедрой, хлебный пудинг с яблоком и карамельным соусом, а также роскошное тирамису без яиц. Список ингредиентов будет в конце каждого рецепта, а также в описании к этому видео. Жмите лайк, чтобы сохранить себе это видео и не потерять эту чудесную подборку. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это канал «Жизнь вкусная». Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодняшняя тема моего видеоролика посвящена теме после пасхальных дней и очень животрепещущая, что делать с черствыми куличами. Даже если вы не напекаете их самостоятельно в огромном количестве, есть вероятность, что во время похода по гостям или родственникам вас угостят и вы принесете домой большое количество, с которым нужно будет разобраться. Поэтому сегодня я предлагаю вам заняться полезной утилизацией, приготовить французские тосты, хлебный пудинг, а также тирамису из кулича. Будет очень вкусно, продолжайте смотреть. Для тостов я беру один кулич весом 180-200 граммов, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара и 200 граммов нежирных сливок. В качестве вкусовой добавки буду использовать апельсиновую цедру, а дополню все шоколадной глазурью. Начинаю с приготовления заливки. Сахар смешиваю со сливками и разбиваю в смесь с яйцем. Хорошенько перемешиваю такой вот сливочный омлет до однородности. Можно делать это вилкой, венчиком или погружным блендером. Как вам удобнее и быстрее. Снимите с апельсина цедру на мелкой терке, стараясь не задевать белую часть. Отправляйте цедру в заливку. Теперь нарежьте куличи ломтиками толщиной 1–1,5 см. Это может быть любая сдобная булка и даже простой хлеб. Верхушку и дно для тостов я не использую. Уложите ломтики в какую-то широкую плоскую посуду. Они должны лечь в один слой. Залейте черствую выпечку яичной смесью. Она начнет активно впитываться в поры мякиша, черствые ломтики размягчатся. Чтобы помочь им равномернее впитать смесь, переворачивайте их. Посмотрите, какие нежные ломтики. При надавливании видно, как хорошо они вобрали заливку. Пора поджаривать тосты. Делать это можно на сухой антипригарной сковороде, но я все же вливаю на нее немного растительного масла. Выкладываю на сковороду ломтики куличей и готовлю на минимальном огне до румяного цвета. Аккуратно переворачиваю тосты на другую сторону. Жду появления румяного цвета и со второй стороны. Я решила дополнить эти тосты шоколадной глазурью. Использую готовую смесь, но вы можете приготовить ее самостоятельно или же взять шоколадный соус-топпинг. Смешиваю порошок для глазури с водой, как указано на упаковке, и растираю до однородности. Глазурь готова за пару минут. Согласитесь, выглядят такие тосты мега привлекательно, а готовятся так просто. Только представьте, как они пахнут. Аппетит разыграется у любого. Для пудинга беру один кулич весом 180-200 граммов, 200 граммов молока, 1 столовую ложку сахара и 2 яйца. В пудинг я также добавлю яблоко и дополню аромат смесью согревающих специй. Тут корица, кардамон и гвоздика. Карамельный соус приготовлю из вареной сгущенки и молока. Смешиваю сахар, молоко и яйца. Также добавляю в молочную смесь специи и тщательно перемешиваю ее венчиком. По желанию вы можете не использовать специи вовсе или же взять те, которые вам по душе. Нарезаю кулич небольшими ломтиками толщиной в 1,5 см. Для пудинга хлеб из доба можно просто разорвать руками, нарезать более крупно или мельче. Эксперименты приветствуются. Теперь подготавливаю яблоко. Удаляю сердцевину, очищаю его от кожицы. Нарезаю тонкими пластинами около 3–4 мм. Разнообразные ягоды и фрукты в хлебных пудингах чувствуют себя просто превосходно. Они дополняют вкус, делают его более объемным, привносят нежные ароматы. Удобную форму для запекания отправляю черствые ломтики. Выкладывайте в случайном порядке или соблюдайте какой-то рисунок. Все равно. Главное, это должно нравиться вам. Уложив всю сдобу, между ломтиками раскладываю яблоки. Теперь заливаю хлебные кусочки заливкой из молока и яиц. Оставляю минут на 5, чтобы смесь проникла внутрь мякиша. Теперь, чтобы сохранить влажность пудинга, я накрываю форму листом фольги. Так он получится максимально нежным. Выпекаю пудинг при 175 градусах в течение 30 минут, после чего снимаю фольгу и задираю температуру до 250 градусов. Пеку еще 10 минут. Для карамельного соуса я просто подмешиваю в вареную сгущенку понемногу молоко, чтобы добиться текучей консистенции. Добавляйте молоко на глаз.
Когда хлебный пудинг будет готов, достаньте его из духовки и смажьте верх половиной карамельного соуса, пока он еще очень горячий. Дайте постоять в течение 10 минут и можно подавать, поливая оставшимся соусом. Чтобы оттенить вкус, я добавила нежирную сметану. Этот пудинг удобно готовить заранее и разогревать перед подачей. В таком случае он прекрасно подойдет в качестве сладкого завтрака. На моем сайте уже есть целых 4 рецепта разнообразных и очень вкусных хлебных пудингов. Ссылку на них я оставлю в описании к этому видео. Там же вы найдете десятку прекрасных пасхальных рецептов, разнообразные куличи, сдобные, быстрые, творожные пасхи, поэтому заходите и выбирайте на свой вкус. Беру 2 черствых кулича по 180-200 граммов кофе, 500 граммов маскарпоне, 300 граммов жирных сливок и 100 граммов сахарной пудры. Также возьмите 3 столовые ложки крепкого алкоголя и 2 столовые ложки какао-порошка. Начинаю с приготовления кофе. Потребуется 350-400 мл крепкого напитка. Вливаю в кофе алкоголь и перемешиваю. Я использую виски. Нарезаю черствые куличи на полоски по размеру, напоминающие печенье савоярди, которые обычно используют для приготовления тирамису. Кстати, у меня на канале есть рецепт савоярди. Я оставлю ссылку на него в описании. Готовлю быстрый крем. Смешиваю маскарпоне и сахарную пудру. Растираю массу, пока она не станет пластичной и податливой. Теперь необходимо взбить очень холодные сливки. Делаю это в высоком стакане, чтобы сливки не сильно разбрызгивались в начале взбивания. Взбивайте сливки до нежного, мягкого крема. В 2-3 приема введите сливки к маскарпоне, перемешивая деликатно и стараясь сохранить воздушность сливочного крема. Вместо маскарпоне можете использовать другой сливочный сыр. Этот рецепт тирамису не претендует на классику, так что можно поиграться. С Филадельфией, например, десерт получится солоноватым, что придаст дополнительную изюминку. Пришло время сборки десерта. Я делаю это в рамке. На дно подноса я уложила пищевую пленку, а бортики рамки проложила плотной пленкой. Пропитываю каждый ломтик сдобы кофе. Мякиш прямо-таки всасывает в себя ароматный напиток. Постарайтесь ввести половину всего объема. Теперь распределите поверх ломтиков половину крема из маскарпоне и сливок. На крем выложите вторую половину черствых ломтиков. С той стороны, где были корки куличей, я дополнительно протыкаю их зубочисткой. Повторите пропитывание кофе и распределите оставшийся крем. Завершающий штрих, без которого тирамису не тирамису – щедрый слой какао-порошка. Посыпав десерт какао, уберите его в холодильник на 3-4 часа для стабилизации. За это время вкусы поженятся и можно угощаться. Десерт очень простой в приготовлении, а выглядит шикарно. Таким можно побаловать близких не только в обычный день, а и приготовить на какой-нибудь праздник. Эта вариация ничем не уступает классическому собрату. Только посмотрите на то, какой он нежный и сочный. Спасибо, что посмотрели мое видео, оно пригодится вам совсем скоро, поэтому ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт. В следующем видео я также продолжу тему полезной утилизации, поэтому задействую отварные яйца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».